Здравствуйте, я Ирина Ша. Хочу предложить вам мастер-класс по вязанию летней двоечки, юбки и топа. Комплект выполнен крючком. В первой части мастер-класса мы выполним нижнюю часть комплекта, то есть юбку. Для этого нам понадобится пряжа 50 грамм на 282 метра, крючок 2 штуки 1,5 и 1,7 размерами и ножницы. Для вас я составила примерный расход пряжи по размерам, который вы видите сейчас на ваших экранах. На размер 40 и объем бедер 84-88 см понадобится примерно 1000 метров. На размер 42 и объем бедер 88-92 см примерный расход пряжи составит 1050 метров. Итак, давайте приступим к рукоделию. Здравствуйте! Я хочу вам рассказать, это первая вводная часть будет, хочу рассказать вам, из каких ниточек я вязала данный костюм. Значит, ниточки я использовала желтый и зеленый цвет. Это у нас Maxi, Мадам Трикот. То есть такие достаточно большие бобины, они вот 100 грамм, 565 метров. Ниточка довольно такая тоненькая. И при вязании этих я использовала крючок 1,5. Вот у меня тут уже стерся размер. Но я тут корябаю, чтобы знать, какой размер. Вот тоненький крючок я использую 1,5. Ну, это тоже в зависимости от производителя, кто производит крючки. Они бывают, что вот головки у крючков у всех разные. Но у меня вот это заявленный размер 1,5. То есть, когда я набирала начальную цепочку, я брала крючок побольше, тут у меня 1,7, а начальную цепочку я набрала побольше крючком, дальше вязала уже все изделие 1,5. Итак, как я вам сказала уже, желтые и зеленые цвета, вот я уже провязала, тут у меня маленький остался. Это Мадам Трикот. Белый цвет я использовала, это Янард Виолет. То есть они по вот внешним тактильным ощущениям, они вот, я бы сказала, они практически одинаковые. То есть вот даже вот в вязке никакого различия их нет. Толщина нити практически одинаковая, они отличаются буквально там на несколько метров метраж. То есть они нету такого, чтобы вот явного различия, чтобы в глаза бросалось. Ну, тактильные ощущения приятные и от этих ниточек, и от этих. Вот. Сейчас я вам буду показывать мастер-класс вот на таком вот сочетании. У меня будет сочетание вот такое тройное. Это будет такой комплект нюдовых оттенков. То есть я буду вязать вот в таком цвете. Опять же, это ниточки вот Ян Арт, Виолет. Такие вот. Тут у меня нету такой. Вот эти у меня сейчас они немножечко тон отличается. Я брала вот эти ниточки, у меня остались еще с прошлого года, такой молочный сливочный цвет. А сейчас вот подобный цвет немножечко он отличается. Вот расход на такой комплект летний, который очень красиво смотрится. То есть все восхищенные взгляды это точно ваши. Вот сколько у меня ушло пряжи. То есть вот смотрите, я вязала юбку, вязала топ. Вот я начинала вот этот моток целый, то есть он у меня был вот такой же. Это, опять же, повторюсь, 565 метров. Да, 565 метров. И вот у меня остаток. То есть у меня цвета чередуются. Желтого тоже так же, там немножко я еще другую довязывала, поэтому у меня там мало осталось. Вот, поэтому вот такой вот расход. Вот этих ниток
вот этих ниток и белых. Белых ушло чуть больше, потому что я провязывала еще топ этими белыми ниточками от Янарта. Ну и то Янарта тоже ушло, ну, может быть, вот около 2 вот таких вот моточков. То есть, ну, тоже практически вот целый вот такой моток. Вот, ну и то это нужно смотреть, как вы будете вязать лиф. Если это вы будете провязывать лиф, захотите на ваше усмотрение провязать его полностью столбиками с накидами, то, соответственно, и ниток уйдет меньше. Если вы захотите провязать лиф столбиками без накида и связать его плотнее, то, ну, соответственно, наоборот, ниток уйдет меньше. Вот. Немножко расскажу, как вот я провязывала юбку, чтобы совсем уже так вот не чистить с видео. Я думаю, тут ничего сложного не будет. То есть я набирала начальную цепочку, равную сантиметрам, который у меня идет обхват по бедрам. На себе же опять перекладывала, сколько мне нужно комплект этот вязала для себя. У меня обхват по бедрам 88 сантиметров, обхват по талии, ну, у меня на бедрах эта юбочка, вот, то 81 сантиметр. То есть я ее вязала прямую, я ее не убавляла, не прибавляла, то есть вязала все впрямую. То есть как вот она у меня на бедрах сидит, и так она и носится. То есть так как пряжа, это у нас хлопок, он не стречевый, то я вам честно скажу, конечно, она, допустим, за день носки, она немножечко, ну, растягивается, но она не критично растягивается. То есть я в ней и сидела, и в жару ездила в машине, и везде. Я не скажу, что она ужасна, как там смотрит. Она сидит по фигуре. Но, конечно, вот вы ее поносили сколько-то, и я ее постирала. Вот день поносила, постирала, то есть чтобы она опять приняла свою форму. Сушим мы все это на горизонтальной поверхности. Вот сюда я уже здесь провязывала столбики без накида, делала пропуск, воздушную петлю, и сюда потом вот провязывала такой поясок, сюда вставляла я вот в эти ячеечки. Вот, то есть тут провязано столбиком без накида вот этот вот ряд, и дальше у нас идет основной узор. Вот, это вот все, что я вам хотела сказать о том, как я провязывала вот этот комплект и как мы будем дальше его вязать. Здравствуйте! Мы будем приступать к вязанию нижней части нашего комплекта, к вязанию юбочки. Я связала вот такой вот цвет летний солнечный, это у нас желтый, белый и зеленый, и связала уже такой более классический в нюдовом оттенке, очень красиво смотрится на загорелой коже, такой прям можно сказать, если этот комплект смотрится так ярко по летнему, по солнечному, этот смотрится уже более в таком как-то в классическом стиле. Итак, что нам нужно для вязания? Для вязания нам нужен крючок. Каждый выбирает крючок, которым он будет вязать сам, своего размера, кто каким привык вязать. У меня это 1,5. Тут у меня уже стерлось, но это 1,5 крючок. Я буду использовать, показывать на примере вот этой вот юбочки. То есть я буду использовать пряжу Янарт, это Виолет. Это пряжа Виолет. Здесь 50 грамм, 282 метров. Итак, сколько у меня ушло пряжи? У меня ушло 3 полные, можно сказать, бобины. И еще половинка бобины, если сложить все 3 вот этих моточка. То есть у меня вот ушли полных 3. И я достала еще по одному моточку, у меня совсем по чуть-чуть ушло еще с них. То есть, если в общей сложности посчитать, сколько метров у меня ушло на эту юбку, у меня ушло где-то около 1000 метров на эту юбку. При объеме бедер 88 сантиметров и длиной до колена при росте 1,62 м у меня ушло
1000 метров, то есть полных 3 бобины ниточек Yarn Art. Но если вы будете, допустим, вязать точно такими же нитками, то я бы вам сказала, что нужно приобрести, если будете вязать одним цветом, то вам понадобится 4 вот моточка вот таких вот ниток на юбку. Если же вы будете вязать также в 3 цвета, что более выигрышно будет смотреться, то вам понадобится 6 бобин вот таких вот ниточек, потому что вам с каждой бобины потом придется еще немножечко довязать. Вот. Ну и, соответственно, у каждого на свой размер вы уже, пожалуйста, сами прикидывайте, потому что я вязала на размер 40-42, опять же, это объем бедер 88 сантиметров, повторюсь. Опять же скажу, рост 1,62 м и расход 1000 метров на эту юбочку. Вот. Здесь эту юбку я вязала из ниток Maxi. Я уже показывала вам эти ниточки. У меня ушло то же самое количество ниток, только там у нас в Maxi бобины побольше, и поэтому там проще. В одной бобине там 500 метров, поэтому там хватило 3 бобин за глаза, и еще и осталось. Ну что ж, давайте приступим к вязанию. Итак, я провязала цепочку воздушных петель ровно столько, сколько мне нужно по моим бедрам. То есть я набирала, никак не просчитывая петли, я просто набирала воздушные петли и на себя примеряла. То есть в небольшое натяжение вот так вот на себя примерила, сколько мне хватило, чтобы у меня юбка одевалась через ноги, не через голову я ее буду одевать, чтобы у нас юбочка проходила по нашим бедрам хорошо. Вот, я набрала ровно столько, сколько мне нужно крючком большего размера. То есть у меня вот 1,7, а вязать дальше я буду крючком 1,5. Итак, я набрала цепочку воздушных петель. Вот, и теперь я соединяю в кольцо, замыкаю, протягиваю ниточку вот таким вот образом, и у меня получилась вот такая вот воздушные петли, которые соединены между собой. Вот. Далее крючок этот мне уже не понадобится. Дальше всю работу я буду выполнять крючком большего размера. Это вот меньшего размера, вот 1,5. Вот. Дальше следующий ряд и следующие вот первый и второй ряд я буду провязывать просто обычными столбиками без накида. То есть я провязала одну воздушную петлю, даже 2 я тут провязываю, и провязываю 2 воздушные петли подъема, сделала, и провязываю столбик без накида. То есть в каждую петельку следующего ряда я провязываю первого ряда, то есть начального ряда, я провязываю столбики без накида вот таким вот образом. Вот, то есть вот таким образом, самые простые элементарные столбики без накида. То есть я провязываю сейчас вот первый ряд у меня будет, и второй ряд я буду провязывать, а в третьем ряду я уже буду делать пропуски для того, чтобы мы вставили, как вот я показывала, чтобы у нас вставлялся поясок, который все-таки будет немножко поддерживать нашу юбочку. Итак, провязываем. Вы можете не через 2, можете на свое усмотрение через 3 либо через 4 ряда начинать вязать столбики с накидом, чтобы у нас вставлялся ремешочек, поясочек наш. Поэтому это на ваше усмотрение. Итак, провязываем дальше ряды столбиками без накида. Вот, я провязала 2 ряда. И теперь вот посмотрите, у нас на юбочке, то есть мы провязывали один столбик с накидом,
Сейчас я вот так вот вытащу немножечко, чтобы было видно. Вот, я провязывала, то есть один столбик с накидом, пропускала одну петельку, можно даже 2 пропускать, и опять провязывала столбик с накидом. То есть это тут вы вяжете на ваше усмотрение. Если вы хотите, чтобы у вас, допустим, вы, может быть, будете делать поясок потолще, тогда вы можете провязывать тут, допустим, столбик с накидом, 2 либо 3 петельки пропускать и опять столбик с накидом провязывать. Можно даже делать композицию, допустим, 3 петельки пропускаете, провязываете 3 столбика с накидом вместе. То есть вариаций для того, как вы будете пристраивать свой поясок, очень много. Либо, допустим, кто-то может не захочет вставлять пояс, просто широкий будет сверху делать. Тогда можно вообще это не провязывать. То есть здесь мы вяжем на свое усмотрение, как вы хотите провязать этот поясок. Итак, давайте будем дальше провязывать. Вот я провязала. Теперь я делаю 3 воздушные петли. Это у нас они будут проходить за столбик, вот начальный столбик, за один столбик с накидом. Дальше я буду провязывать, вот если тут вы посмотрите, у меня здесь провязана вот всего 1 петелька. То есть я так и буду вязать, я изменять вязание не буду. То есть я теперь провязываю еще 1 петельку. И столбик с накидом пропускаю 1 петлю основания и провязываю столбик с накидом. Опять 1 воздушная петля, делаю накид на крючок и провязываю столбик с накидом. 1 воздушная петля, делаю накид на крючочек, пропускаю вот 1 петельку, это вот которая у нас идет 1 воздушной петле на крючке. И в следующую провязываю столбик с накидом. Опять воздушная петля, в основании пропускаю 1 петельку и в следующую провязываю столбик с накидом. То есть вот таким вот образом у меня получается. Вот то, что вы здесь видите уже в готовом изделии. То есть вот таким образом мы провязываем до конца ряда. И далее, чтобы не повторяться, чтобы не чистить, мне уже вам с видео, я вам дальше расскажу, как мы вяжем. Когда мы провязали вот этот ряд, то есть связали столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вот мы провязали до конца. И далее, как вы видите, здесь вы тоже сами для себя определяете, сколько рядов вам провязывать. Дальше мы вяжем, опять же, точно так же, как вот здесь мы вязали, все ряды столбиками без накида. То есть вы определяете, как вам будет глазу приятно, на себя примерьте, посмотрите примерно, как это будет выглядеть. Кто-то провяжет больше, кто-то провяжет меньше. То есть тут уже на ваше усмотрение. У меня здесь получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов столбиками без накида. Значит, я сейчас провязываю, еще раз повторяюсь, вот таким образом ряд, дохожу до конца. И далее буду провязывать по этому ряду, вот буду провязывать таким образом сюда столбик с накидом, сюда столбик с накидом, без накида, простите, сюда столбик без накида, сюда столбик без накида. То есть где мы вязали воздушную петлю, сюда будет провязываться столбик без накида. То есть все вот точно таким же образом, как мы вязали здесь. Итак, давайте дальше продолжим вязание. Вот я провязала, тут у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот 7-й ряд я довязываю. И что я вам хочу сказать, значит, у нас раппорт узора, основной узор, который у нас будет проходить по нашей юбке и по нашему топу, он у нас кратен 8. Узор кратен 8. Поэтому мы сейчас вот в последнем ряду, каждый из вас посчитайте, сколько у нас
петелек и подгоните под число кратное 8. То есть вы либо добавьте петельки, либо, если можно чуть-чуть где-то убавить, их нужно будет убавить. Вот, я довязала до конца. Сделала столько петель, сколько мне нужно для узора кратного 8. У меня получилось 200 петель. То есть вот мы когда связали, мы уже можем, ну, померить, примерить. И вообще-то примерять нужно было вот на начальном этапе, я уже говорила, но тут тоже можно померить еще раз, чтобы все четко. Если вы померили и смотрите, что у вас все-таки немножко большевато, то можно добавить еще, допустим, 2-3 ряда, и в этих рядах сделать убавление петель. Вот, таким образом. Что ж, теперь переходим дальше к основному узору. Как мы видим на нашей юбочке, то есть когда мы провязали столбики без накида, дальше у нас идет, я цвет не меняла, а провязывала вот несколько узоров тем же цветом, а дальше уже переходила, потому что у нас вот тут вот первый узор, он как бы половинчатый пойдет, то есть не полный, потому что полный узор это вот они все цветочки, а здесь у нас половинчатый идет. Поэтому здесь в этих цветах я буду делать все то же самое. Итак, схема у вас перед глазами, вы ее видите, поэтому опять же повторюсь, будем вязать все согласно схеме, от схемы не отступаем. Итак, с чего мы начинаем? Когда мы провязали ряд до конца, начинаем узор с одной воздушной петли. Провязали одну воздушную петлю и дальше будем вязать столбики с накидом, провязанные по 2 вместе. Делаем накид на крючок. Пропускаем 1, 2, 3 и в 4-ю петлю провязываем этот столбик, но провязываем не до конца, оставляем его на крючке. Опять делаем накид на крючок и в эту же петлю провязываем опять этот же столбик. Провязали, вот так вот у нас на крючке 3 петельки, и теперь мы их все вместе провязываем. Вот так вот у нас получается. Теперь дальше 2 воздушные петли провязываем. И теперь опять точно так же 2 столбика вместе провязываем в ту же самую петельку. Делаем накид на крючок, вводим в петлю, протягиваем нить и не довязываем до конца, оставляем на крючке. Опять делаем накид на крючок, вводим в эту же самую петлю, протягиваем нить. Не до конца провязывая, у нас 3 петельки на крючке. И провязываем их вместе. Вот таким образом у нас получается. Опять 2 воздушные петли. И точно так же опять провязываем 2 столбика с накидом вместе. Первый. Второй. 3 петельки на крючке провязываем вместе. Опять 2 воздушные петли. И 2 столбика провязанные вместе. Первый, второй, провязали вместе. Тут мы не провязываем никакие воздушные петли, пропускаем 1, 2, 3 и в 4-ю петлю провязываем столбик без накида. То есть у нас получается вот такой вот полуцветочек, такая вот полуракушечка. То есть, как вы видите по схеме, мы провязываем все 4 группы из 2 столбиков с накидом, все они вяжутся в одну петлю основания. Между ними провязываем по 2 воздушных петли. Еще провязываем таким же образом. Делаем накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3 и в 4-ю петлю провязываем столбик без накида, не до конца, оставляем его на крючке. Опять делаем накид на крючок, провязываем не до конца, оставляем на крючке 3 петельки и провязываем их вместе. Провязываем 2 воздушные петли, опять делаем накид на крючок,
провязываем не до конца его, еще накид, в ту же петлю основания, провязываем не до конца, оставляем 3 петельки на крючке и провязываем их вместе. 2 воздушные петли между столбиками не забываем провязывать. И все то же самое повторяем в одну общую петлю основания. 2 воздушные петли. 1, 2. Вот провязали мы группу из 4 группы из 2 столбиков с накидом. Пропускаем 1, 2, 3. В 4-ю петлю провязываем столбик без накида. Вот так вот у нас получается. Еще раз. Накид на крючок. Пропускаем 1, 2, 3. В 4-ю провязываем столбик без накида. 1 не до конца и 2. И соединяем их. Провязываем 2 воздушные петли и опять в петлю основания провязываем 2 столбика с накидом вместе. Вот так вот. 2 воздушные петли, 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, ой, с накидом, извините, 2 воздушные петли и опять 2 столбика с накидом в петлю основания провязываем вместе. Пропускаем 1, 2, 3 и в 4-ю петлю провязываем столбик без накида. То есть у нас получается сейчас вот таким вот образом. То есть ничего сложного нету. Именно вот таким вот образом мы провязываем все по кругу до самого конца. Вот я подхожу к окончанию ряда. Довязываю последние 2 столбика, провязанные вместе. Вот, 1, 2, 3, и я соединяю. Вот так вот. Вот, у меня провязан полностью первый ряд. И я, наверное, все-таки сделаю смену нити. То есть, как я делаю смену нити? Вот я провязала последнюю петельку и провязываю воздушную петлю. Оставляю нить на крючке. Вот так вот. Вот. Отрезаю ниточку. И теперь у меня пойдет, вот у меня такой вот трехцветие, то есть светлый, посередине такой беж средненький и более коричневый. То есть сейчас я буду, это вот у меня цвет 46-60, Янард 46-60. Вот, то есть я теперь таким вот образом, я не спускаю эту ниточку с крючка, я просто вот так вот прям к самому крючочку буду, к основанию. Ну, даже если немножечко там где-то к основанию не получится, если где-то будет немножечко переход виден, это ничего страшного, это будет не сильно так уж и заметно. То есть вот таким вот образом я просто привязываю. Может быть, есть какие-то другие способы, кто-то как-то по-другому, там, как вот профессионалы, как вот положено делать. Я не знаю, я вот делаю так, как я делаю, поэтому не судите строго. Вот. Все ниточки, как я уже говорила, если кто смотрит мои видео, я всегда обрезаю и прячу, когда у меня уже изделие готово. Вот, то есть мы ниточку подсоединили и начинаем следующий ряд. Следующий ряд у нас начинается с 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Теперь вот мы вязали здесь, у нас было 4 группы из 2 столбиков с накидом. Теперь мы делаем накид на крючок
и вводим крючок в первую группу, вот в первую группу столбиков. Ввели крючок и провязываем столбик с накидом сюда. Опять делаем накид на крючок и вводим его, все согласно схеме, внимательно на схему смотрите, вводим теперь во вторую группу столбиков. Вот, то есть у нас получается первый столбик мы провязывали, вот он в первую группу у нас из 2 столбиков с накидом мы провязали, в нашей ракушечке провязали, второй во вторую группу из столбиков связали. Далее провязываем 3 воздушных петельки, 3 воздушных петли провязали, и теперь вот в которая у нас 2 воздушные петли были, между после 2 столбиков с накидом, как бы у нас их 4, вот 2 справа, 2 слева, и ровно в серединку провязываем столбик с накидом. Дальше опять 3 воздушных петли провязали, делаем накид на крючок и провязываем столбик с накидом в третью группу из 2 столбиков с накидом предыдущего ряда. Опять делаем накид на крючок и провязываем столбик с накидом в четвертую группу нашей ракушечки. Вот. Далее опять делаем накид на крючок и вводим крючок вот во вторую ракушку, уже во второй ракушке в первую группу из 2 столбиков. Вот так вот. Опять делаем накид на крючок и опять вводим крючок во вторую группу из 2 столбиков с накидом. 3 воздушных петельки. И в серединку провязываем столбик с накидом. То есть смотрите, что у нас получается. Если вот у нас ракушечки мы провязывали, вот они, то теперь у нас цветок пойдет между ракушками. То есть мы провязали вот 1, 2, 3, 4 группы из 2 столбиков с накидом. В каждую группу мы провязываем по одному столбику с накидом. Между ними вот 2 столбика с накидом провязали 3 воздушные петли, потом вот ровно в серединку, вот с этой стороны 2 и с этой стороны 2, по 2 группы столбиков, ровно в серединку мы провязываем столбик без накида. То есть обратите внимание еще на схеме, это все четко написано, где мы, куда, что провязываем. Далее опять провязываем 3 воздушных петельки, делаем накид на крючок и вводим в третью группу столбиков с накидом и провязываем наш столбик. Опять накид на крючок и в четвертую провязываем также столбик с накидом. Опять накид на крючок и уже в третью ракушку мы провязываем в первую группу столбиков столбик с накидом. Опять накид на крючок и в третью ракушку во вторую группу столбиков провязываем 3 воздушные петли и в серединку между группами столбиков с накидом нашей ракушки провязываем столбик без накида. То есть вот таким вот образом у нас получается. Опять 3 воздушных петли и провязываем все точно так же. Смотрим на схему. От схемы мы не отклоняемся. Три воздушных петли, провязываем в серединку столбик без накида, опять 3 воздушные петельки и провязываем опять 4 столбика с накидом, получается третью, четвертую, первую, вторую группу из столбиков с накидом предыдущего ряда. Три воздушные петельки и в серединку столбик без накида.
Итак, вот таким вот образом у нас получается. То есть вот так мы довязываем до конца ряда. Итак, я дохожу до конца ряда. То есть я провязала столбик без накида в серединку, опять 3 воздушные петельки и провязываю последние 2 столбика с накидом. Вот, смотрите, я подошла вот к нашим соединениям ниточек. То есть я провязала с этой стороны 2 столбика с накидом, и с этой стороны у меня провязаны 2 столбика с накидом. И я теперь соединяю, чтобы у меня красиво получилось соединение, я соединяю, ну вот где-то во вторую вот петельку 3 петель подъема, которые мы вязали в начале ряда. Вот таким вот образом у меня получается. То есть я соединила, когда мы вязали в начале ряда, вы помните, мы провязали 3 воздушные петли подъема. И здесь я соединяю во вторую петельку подъема. Дальше нить мы не меняем, потому что у нас узор не провязан до конца. Далее мы провязываем 2 воздушные петли. 1, 2. И теперь мы соединяем, то есть у нас вот это вот лепесточки в серединке получались цветка между ракушечек. И сейчас мы провяжем еще один срединный ряд промежуточный. И третьим рядом только мы завершим узор. Так, значит, 2 петельки я провязала, 2 воздушные петли. И теперь вот мы вязали 2 столбика с накидом с одной стороны, 2 столбика с накидом с другой стороны. И теперь всего у нас получалось как бы 4 столбика. 1, 2, 3, 4. То есть у нас везде между ракушечками 4 столбика. И теперь я вот получается в 4-й столбик провязываю столбик без накида, соединяю. Вот таким образом я соединила. Дальше 3 воздушные петельки и провязываем столбик без накида в столбик без накида, который мы вязали в середку. В середку между вот столбиками. То есть вот в этот же, где мы вязали, между столбиками вот сюда провязывали 2 столбика с накидом, потом 3 воздушные петельки и столбик без накида в серединку вязали. Вот в этот столбик мы провязываем еще один столбик. Опять 3 воздушные петли и провязываем, провязали, и теперь вот в первый столбик, из 4, вот 1, 2, 3, 4, в первый столбик вяжем столбик без накида. Между вот как бы у нас тут оно будет вот так вот соединяться. Между вот этими 4 столбиками мы провязываем 2 воздушные петельки. 2 воздушные петли провязали, и в 4-й столбик, вот в первом провязали столбик без накида, 2 воздушные петли, и теперь столбик без накида в 4-й столбик предыдущего ряда. Вот так вот у нас получается. Далее опять 3 воздушных петли. Все обращаем внимание еще на схему. Обязательно смотрим на схему, чтобы вам было понятнее. И как я объясняю, как я вам показываю. И плюс еще, чтобы вы схему видели, понимали. 3 воздушные петли. Опять провязали столбик без накида в столбик без накида. И далее опять 3 воздушные петельки. 3 воздушные петли. И столбик без накида в первый столбик из группы 4. Вот у нас группа 4 столбика. И в первом мы вяжем столбик без накида. Между ними опять 2 воздушные петли. И в 4-й столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Вот так вот. 3 воздушные петельки. Столбик без накида в серединку, опять 3 воздушные петельки и столбик без накида в первый столбик с накидом предыдущего ряда. Между ними 2 воздушные петли и в 4-й столбик
в 4 столбик провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки, в серединку провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида в первый столбик, 2 воздушные петельки и столбик без накида в 4 столбик. И вот таким вот образом мы провязываем наш ряд до конца. Вот таким образом у нас получается. То есть это у нас промежуточный, вот средний ряд. По нему еще тут у нас узора особо не видать, но он вот нам тем не менее нужен. Итак, вот таким вот образом провязываем, смотрим. Если непонятно, подмотайте еще раз, посмотрите, как я объясняю, и смотрим на схему, чтобы было понятно еще и по схеме. Подходим к завершению ряда. Я провязала в серединку столбик без накида, значит 3 воздушные петли я провязала, в серединку столбик без накида. Теперь у меня опять 3 воздушные петли, столбик без накида в первый столбик предыдущего ряда. И вот у нас начало ряда предыдущего. Мы здесь вязали 2 воздушные петли подъема. Теперь я провязываю здесь тоже 2 воздушные петельки и вот в первую петлю соединяю их. Вот таким вот образом у меня получается. Дальше, следующий ряд, нить не меняем, узор у нас еще не закончен. Дальше у нас начинается ряд с 3 воздушных петель подъема. 1, 2, 3. 3 воздушных петли подъема. Дальше мы сюда же, вот сюда, в одну петельку делаем накид на крючок и провязываем столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли. И сюда же провязываем еще один столбик с накидом. Ой, не туда я провязала. Мимо попала. Сюда же провязываем еще один столбик с накидом. Вот так вот у нас получается. И теперь опять же, вот где у нас серединка отмечалась, вот когда мы ракушечки вязали, в серединку провязывали столбик накидом, столбик без накида, потом в следующий ряд опять же сюда мы вязали столбик без накида, и сейчас опять же сюда мы провязываем столбик без накида. Вот так вот. Далее смотрите по схеме. Теперь мы у нас вот эта вот серединочка, как бы арочка из 2 воздушных петель предыдущего ряда, в нее мы будем вязать сейчас столбик с накидом, 2 воздушные петли, опять столбик с накидом, еще 2 воздушные петли, еще один столбик с накидом, потом еще 2 воздушные петли и столбик с накидом. То есть всего у нас получится провязано будет 4 столбика с накидом и между ними по 2 воздушные петли. Итак, делаем накид на крючок и сюда в арочку провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, столбик с накидом. Сюда же в арку вяжем 2 воздушные петли, столбик с накидом. Все по схеме. 2 воздушные петли, столбик с накидом. Все. Теперь опять же сюда в серединку, где мы вязали столбик без накида предыдущего ряда, сюда же провязываем опять столбик без накида, то есть соединяем. Вот. Таким образом у нас получается. Опять делаем накид на крючок и точно так же в эту же арочку опять столбик с накидом, 2 воздушные петли, опять столбик с накидом сюда же вяжем, 2 воздушные петли, 3 столбик с накидом, 2 воздушные петли и 4 столбик с накидом. В серединку столбик без накида,
Далее опять точно так же повторяем столбик с накидом первый, две воздушные петли, второй столбик с накидом, 2 воздушные петли, третий столбик с накидом, 2 воздушные петли и четвертый столбик с накидом, и соединяем столбиком без накида серединку. Итак, вот смотрите, что у нас получается. У нас получается вот такое чередование. То есть здесь у нас вот такой вот ракушечка, веерочек, шли группа из 4 группы из 2 столбиков с накидом, связанные вместе, а здесь у нас как бы облегченная версия. У нас здесь просто по одному столбику с накидом, но опять же по 4. То есть у нас везде будут такие по 4 группы. Вот. И вот таким вот образом смотрим на схему, смотрим, как вот у меня получилось, и довязываем ряд до конца. Заканчиваем ряд. Я подхожу к началу, где мы в начале ряда провязывали 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с накидом в ту же самую петельку, в серединку. И сейчас я вот, значит, закончила здесь 4 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петли, и опять сюда мне осталось довязать только 2 столбика с накидом, чтобы у меня получилось 4 их. Первый столбик, 2 воздушные петли, и второй столбик, 2 воздушные петли, и соединяю я в третью воздушную петлю подъема, которую я вязала. Вот получается таким образом. Вот смотрите, вот так вот у нас получился вот этот ряд. Дальше мы будем вязать вот этот вот узор, только уже полностью у нас будет цветочек здесь. Я опять делаю смену нитки, смену цвета. Я подтягиваю нить на крючок, обрезаю. И теперь я буду вязать вот таким цветом. Этот цвет у нас 2015. То есть я беру ниточку, опять точно так же, таким же образом я ее привязываю. Вот. И начинаю вязать следующий ряд. Вот у меня получилось не совсем у крючка, но это ничего страшного. Потом мы все эти ниточки, все это будем прятать. Итак, следующий ряд, обратите внимание на схему. Следующий ряд у нас начинается с 4 воздушных петель. То есть мы провязываем 4 воздушные петли. Вот 1, 2, 3, 4. И теперь обратите внимание, теперь мы будем вязать, вот как мы в первом в этом ряду вязали, у нас были 4 группы, каждая которая состояла из 2 столбиков с накидом, провязанных вместе. И между ними мы вязали по 2 воздушные петли. То есть практически то же самое, что мы здесь вот вязали столбики с накидом, между ними 2 воздушные петли, то тут мы будем вязать группами. Смотрите на схему. Итак, первая группа у нас пойдет, все будет точно так же вязаться вот в эти вот наши столбики.
Итак, вот мы делаем накид на крючок и провязываем вот сюда же. Вот я буду вязать вот в эти столбики, которые мы вязали вот в предыдущем ряду. То есть туда, где мы вязали 3 воздушные петли подъема и потом столбик с накидом. То есть я провязываю первый столбик не до конца, оставляю его на крючке, делаю накид, сюда же провязываю второй столбик. 3 петельки на крючке и соединяю их вместе. Теперь вот в этот столбик, вот в этот, мы провязываем следующую группу. То есть я вас обманула, между ними мы здесь не вяжем. Вот мы вверху будем вязать между ними по 2 петельки, а здесь они у нас все будут провязаны без, между ними не будет никаких воздушных петель. Далее опять делаем накид на крючок. Смотрите по схеме. Вводим вот в этот столбик, вот, который у нас был здесь провязан. Накид на крючок, вводим в столбик, провязываем не до конца, оставляем на крючке, опять накид на крючок и сюда же вводим. Провязываем вместе. Теперь следующий, вот в третий столбик. Опять накид на крючок не провязали до конца. Следующий столбик. И провязываем вместе. Опять следующую четвертую группу. Следующий столбик. Опять точно так же провязываем. Вот таким вот образом у нас получается. Провязали теперь 3 воздушные петельки, 3 воздушные петли. И вот у нас здесь у нас было 4 столбика с накидом, вот между ними провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петли, накид на крючок и то же самое повторяем. Вот в этот столбик мы делаем, провязываем, оставляем на крючке до конца, не довязывая. Опять накид на крючок, в эту же петельку вводим, не до конца провязываем столбик с накидом, и когда у нас 3 петельки на крючке, мы их опять вместе провязываем. Опять накид на крючок и опять точно так же провязываем. Вот таким вот образом. 3 воздушные петли и сюда столбик без накида соединительный. Опять 3 воздушные петельки, накид на крючок и в этот столбик мы провязываем первый, сюда же второй, не до конца провязанный, и соединяем их вместе. Следующую петельку точно так же провязываем. Вторая группа, третья группа столбиков. И я тут неправильно зацепился крючок. Третья группа и четвертая. Три воздушные петли и столбик без накида. И вот таким образом, вот у нас получается вот так вот. Таким образом мы опять же провязываем по кругу ряд до конца. Доходим опять до конца ряда. Я провязываю 3 воздушные петли.
Вот я провязала группу четвертую из 2 столбиков с накидом, и вот подошла, где мы подсоединяли нить. То есть здесь мы провязывали 4 воздушных петли. А сейчас в конце ряда мы опять провязываем 3 воздушные петельки и соединяем это вот, ну, в первую петельку, которую мы вот провязывали здесь в начале. Так, далее следующий ряд, он у нас опять будет промежуточным рядом, вот как мы вот здесь вязали, вот в этом среднем цвете. Итак, смотрите по схеме, мы опять делаем 4 воздушные петли и соединяем столбиком без накида в первую группу вот в первую из 4 групп 2 столбиков с накидом, вот сюда вот. Между ними мы провязываем 2 воздушные петельки и опять провязываем столбик без накида уже в 4-ю группу из 2 столбиков с накидом. Вот так вот. То есть практически то же самое, что мы вязали вот здесь, вот как вот мы вязали в серединке 2 воздушные петли. Далее провязываем 3 воздушные петли. Опять в серединку соединяем столбик без накида. Все смотрим по схеме. То есть вот в серединку, где мы провязывали столбик без накида, сюда же и вяжем опять столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Провязываем столбик без накида вот сюда, в первую группу. 2 воздушные петли, то есть середку у нас получается, и в последнюю группу опять провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли и столбик без накида в серединку. 3 воздушные петли и в первую группу столбик без накида, опять 2 воздушные петельки и в последнюю группу столбик без накида. И таким образом мы завершаем опять по кругу наш ряд. Завершаем этот ряд промежуточный. Так, дальше 3 воздушные петельки, 2 воздушные петельки. И в конце ряда смотрим по схеме, мы провязываем 3 воздушные петли. Но так как мы тут 4 вязали, я провяжу всего 2 и соединю вот во вторую петельку, чтобы у меня все гармонично вот так вот получалось, с обеих сторон одинаково. Вот такие ниточки у нас будут оставаться по всей длине юбки. Это ничего страшного, потом все это спрячется. Так, дальше. Следующий ряд вы уже знаете, как мы будем вязать. Мы будем вязать его точно так же, как вот вязали вот этот вот самый первый, самый начальный ряд. То есть мы его начинали с 1 воздушной петельки, 1 воздушная петля. Я уже подробно останавливаться не буду, просто вам покажу, напомню. 1 воздушная петля. И в эту вот варочку, тут мы не просчитывали, тут мы считали, что 3 петельки в 4-ю провязываем. Тут мы все будем вязать вот в эту арочку. Первый столбик, второй столбик и соединяем их вместе. 2 воздушные петельки, опять первый столбик, второй столбик. Вместе провязали, между ними 2 воздушные петли, опять накид на крючок, первый столбик, второй столбик, вместе провязали, 2 петельки между ними. И 4-я группа из 2 столбиков с накидом, провязали вместе и в серединку столбик без накида. То есть вот такой вот у нас цветочек получается. Опять же группа из 4 столбиков с накидом и между ними по 2 воздушные петельки.
Далее накид на крючок и опять вяжем 4 группы по 2 столбика с накидом, между ними по 2 воздушные петли. 2 столбика с накидом провязаны вместе, 2 воздушные петли между ними, опять 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли между ними и опять 2 столбика с накидом. И соединяем вот нашу серединку. То есть у нас вот получается вот таким образом. Сейчас я еще третью довяжу, чтобы было видно. Так, третья группа столбиков, 2 воздушные петли и что ж, крючок цепляется, и 4-я группа столбиков, и в серединку провязываем столбик без накида. Итак, вот у нас получается вот таким вот образом. То есть переходы цвета, вот я специально выбрала такие нюдовые оттеночки, он очень будет элегантно смотреться на загорелой коже летом, это вообще, конечно, очень красиво будет. То есть вот такие у нас переходы, вот он цветочек и вот он. То есть то, что у нас в этой нашей юбочке, здесь у нас яркие узоры, они ярко выражены, здесь цвета переходят из одного в другой. Вот, поэтому вот так мы довязываем дальше по кругу, и так мы вяжем до окончания нашей юбки. По ту длину вывязываем, которую нам нужно, кому какая нужна, кому-то мини, кому-то макси, можно вязать ее там до пятой, эту юбку, кто-то до колена ее свяжет, в общем, на любой вкус. Здесь идет чередование этого узора, вот этой маленького цветочка и вот этого маленького цветочка. То есть они чередуются с друг другом. Цвет выбираете вы сами, как вам чередовать, какие цвета. Только единственное, что скажу, что если вы будете вязать все одним цветом, то это будет, ну, не совсем так красиво. То все-таки должно быть чередование хотя бы 2 цветов, тогда это как-то вот оно будет видно, что вот у нас тут все-таки цветочки присутствуют. Итак, давайте будем довязывать нашу юбочку до конца. Итак, я довязала юбочку. По самому краешку я вот вам так покажу поближе. Я провязала столбиками без накида, и вот у меня получилось 3 ряда. Я провязала столбики без накида в самом конце и провязала пико. Итак, вот у меня, вот если посчитать наши вот эти вот цветочки, да, вот ряды, у меня всего получилось 28 рядов. То есть, ну, так вот коленочку прикрывает. Плюс еще 3 ряда столбиков без накида. Еще немножечко длины добавила. И вот так вот пико я обработала. Значит, я что хочу вам показать? Я хочу вам показать изнанку нашей юбки. То есть, когда мы вяжем, соединяем один ряд с другим, то есть когда мы меняем цвет ниточки, у нас остаются вот такие вот висюльки. Сразу хочу сказать, не стоит вот эти нитки прямо вот так обрезать вот под самый вот краешек, потому что это все у нас будет выглядывать с лицевой стороны. И поэтому я всегда вот оставляю вот такие вот длинные ниточки. Для чего? Для того, чтобы можно было вставить иголочку и все эти ниточки спрятать. Потому что когда вот если вы перевернете на лицевую сторону, да, вы увидите, что у нас будет видно вот ну, такой вот как бы шов.
то есть соединение, где мы соединяли цвета и ряд менялся ряд один на другой. То есть вот по этому шву мы будем прятать все вот эти вот ниточки. То есть способов может быть много. Я вам сейчас покажу на примере зеленой юбочки, как это у меня все выглядело в конечном итоге. Но вот можно даже брать крючочек совсем тоненький. У меня это вот такой вот 1,5, даже не 1,5, а совсем тоненький крючок, маленький, которым, в принципе, тоже удобно убирать ниточки. Убирать мы будем сверху вниз начинать, поэтому можно любым образом, любым способом, как вам будет удобно. То есть протягиваем и затягиваем, чтобы у нас ничто нигде. Вот я протянула и тут же сразу затянула петельку, чтобы у меня не распустилась эта ниточка. Ну вот примерно вот таким вот образом. То есть вот он у нас вот этот вот шов, который у нас идет посерединке. И поэтому я вот вдоль этого шва и протягиваю мою вот эту вот ниточку. То есть вы можете смотреть, можно затянуть и протянуть еще несколько раз вот так вот. Когда затянули узелок, то можно, в принципе, и обрезать. Вот протянули вот так вот, можно ниточку и обрезать. Вот таким вот образом я делаю, чтобы убрать ниточки. Конечно, это вот когда вы связали, эта работа тоже она такая кропотливая, но тем не менее ее тоже не все любят, особенно тут вот при смене цвета ниток получается достаточно много. И вот таким вот образом мы ниточки наши прячем. Но тем не менее это делать приходится. Вот мы ниточку спрятали, и теперь ее можно обрезать аккуратно, вот так вот. То есть обрезали, ее у нас с этой стороны не видно, с лицевой. То есть вот так вот все ниточки мы убираем. Я использую иногда еще и простую иголочку, то есть я ввожу ниточку в иголочку и прошиваю вот так вот по вот этому нашему шву, который у нас проходит по всей длине юбочки. Вот таким вот образом, вот как можно крючком прятать, можно также иглой. Поэтому я говорю, что я всегда оставляю такие вот длинные ниточки, чтобы было удобно. Ни в коем случае не обрезайте, потому что вот эти все тонкие мелкие хвостики, они потом у вас будут все торчать наружу. Вот, итак, у нас вот юбочка такая готова. В принципе, такой узор, даже если вы вот так приложить, если одеваете какое-то там телесное белье, вот именно в таком цвете, если кто-то вязал, то кто-то даже носит без подклада, потому что такой узор, он не слишком просвечивает. Но это на ваше усмотрение. Вот, теперь мы к юбочке будем провязывать поясок. То есть тут уже на ваше усмотрение, каким цветом мы будем вязать пояс. То есть я, допустим, возьму, так как здесь я вязала самым светлым оттенком, то здесь я вот возьму две вот таких нитки, два цвета. Вот, и из двух цветов я буду делать поясок. Сейчас я вам покажу, как я это буду делать. То есть крючок изначально я буду брать большего размера. То есть если я как юбку вязала, у меня был крючок 1,5,
то на пояс я возьму крючочек вот двоечка у меня. Значит, я взяла двойную нить. Вот у меня 2 цвета нити. И я набираю воздушные петли. Учтите то, что поясок у нас должен быть, во-первых, по длине бедер, плюс он еще должен завязаться, и еще длина должна какая-то остаться, поэтому это у нас должна где-то быть двойной обхват бедер на пояс идти. Ну, это на ваше усмотрение. Вы можете любую длину, какая вас устроит, провязать. Итак, как я провязываю пояс. То есть начальная петля и набираю цепочку воздушных петель. То количество, которое мне, допустим, нужно. Тут не обязательно считать петли, совсем не обязательно. Вы просто набираете ту длину, которая вам необходима. Когда вот вы набрали все петли, вот таким вот образом, конечно, это вот не очень красиво получается, поэтому далее мы будем протягивать просто петельки сквозные. Я вот точно не знаю, как оно правильно называется-то, ну вот таким вот образом. То есть мы вводим крючок в петельку, вот так вот ввели в петлю, и сквозь петлю протягиваем. Опять вводим в петельку, захватываем нить и протягиваем сквозь петлю. Ввели крючок в петлю, захватили рабочую нить и протягиваем ее. И вот таким вот образом мы провязываем полностью наш поясок. То есть ровно столько, сколько мы набрали воздушных петелек. То есть ввели крючок, взяли рабочую нить, протянули и провязали. Протянули и провязали. Ввели, захватили рабочую нить и провязали. И у нас в конечном итоге получится вот такой вот поясок. Он смотрится за счет того, что тут 2 нити, он будет вот так вот у нас в принципе хорошо сочетаться. То есть мы его потом будем сквозь наши вот эти вот дырочки, прорези, мы его вставляем, и у нас будет получаться вот такой вот ремешок, который будет хорошо давать такой контраст на вот первом цвете нашей юбочки. Вот. Но если кто-то захочет другим цветом, то пожалуйста. Итак, наша юбочка готова. И далее мы будем начинать вязать верхнюю часть, то есть топ.